Уважаемые подписчики, Подпишись на наш канал. Барс Фэмили. и поставьте обязательно лайк, и напишите какой-нибудь комментарий, чтобы мы и дальше продолжали снимать семейные путешествия. Всем привет! Сегодня снова мы проведем интервью с прекрасной, очаровательной Натальей. Здравствуйте. Наташ, представься, пожалуйста, откуда ты, какой судьбой оказалась в Болгарии и так далее. Расскажи немного о себе, пожалуйста, нам и зрителям. Я здесь впервые во время войны приехала в декабре 23 года. А до этого я 2 года прожила в Шотландии. Да? И, конечно, Это в Шотландию ты как переехала по программе. по программе для украинцев? Да, и такой контраст Шотландия и Болгария, конечно, Болгария очень понравилась. Понравилась тем, что Наверное, первое это климатом, климат, да? да, климат. Климат очень похож на наш украинский. Но Очень еще теплее. И теплее, да. Очень вкусные продукты. Ну, согласна, соглашусь. Очень. Подписываюсь под каждым пунктом. А вот за этот период, то есть окончательно мы уже переехали в конце мая этого года. И то, что очень нравится, что здесь очень все просто. Нет бюрократии, как в Шотландии, да? И в этом плане, и очень просто открыть бизнес, просто заниматься любым делом, то, что ты умеешь. Я знаю много людей, которые, чем занимались в Украине, смогли продолжить это дело в Болгарии. То есть остались такими же востребованными, Такими же, только да. Здесь уже не на родине, а в чужой стране, да? Да, ну это, скажем так, большей части люди, которые умели делать что-то своими руками. То есть это Ну, наверное, мастера красоты, ремонтные работы, СТО и всё, так да. далее, да? В Болгарии очень легко купить авто на болгарских номерах, что я сразу же по приезду и сделала. Да? Очень, да. То А есть, расскажи поподробнее, пожалуйста, как вот ты говоришь, открыть фирму легко, что для этого нужно? Вообще в Болгарии, вот, например, мы живем в Бельгии, да, у нас есть временная защита, называется программа. А как здесь это все в называется? Болгарии тоже есть временная защита, она называется «Закрыла». Ее, Мгм. кстати, тоже очень легко открыть. И когда у тебя есть временная защита, то бишь закрыла, Мгм. ты собираешь пакет документов, находишь адвоката, которых очень много, и в течение недели ты открываешь фирму. Адвокат платный или бесплатный? То есть, ну, допустим, мне, грубо говоря, открыть фирму обошлось где-то 400 евро. Это была фирма предоставления каких-то услуг, да? Я открыла фирму очень широкого спектра действия. Это было нацелено на недвижимость, Мгм. также не только недвижимость, то есть это и реклама, и торговля. Там много кодов, да? Да, Мгм. кодов очень И много. сколько стоит по цене открыть фирму? 400 евро. 400 евро, да? Просто. То есть я слышала такой аспект, что если ты открываешь здесь фирму, то ты можешь следом же купить и автомобиль для личного пользования, Да, оформив да. его на эту фирму, правильно? Да, что я и сделала. Ага. И болгарские номера, получается, да? Сразу же. А болгарские. если вот, я хочу просто сравнить вот для себя даже, да, есть ли какие-то дополнительные уплата там, налоговый сбор за дороги здесь, Да, в Болгарии? здесь, то есть страховка, винетка, Мгм. и налог, это вот основные Сколько основные примерно расходы. вместе выходит такая сумма в год, или как здесь платится, или каждый Можно месяц? на 3 месяца, допустим, винетка это где-то 48 левов, если на 3 месяца, и, допустим, в 2 раза больше, если на год. Мгм. Страховка, по-моему, около 130 левов на полгода. Мгм. Вот. Ну, 130 лев это делим пополам, где-то 65 евро. Да, да. Но что больше всего нравится, это, конечно, климат. И климат, вот, допустим, сейчас лето, москитные сетки есть у всех, но вечером здесь нет комаров. Днём Здесь как-то борются с ними, да? Я не знаю, как В этом борются. комплексе, по-моему. Возможно, в этом комплексе, но дело в том, что днем же нет и мух. Мгм. Да, есть, кстати, когда я ни мух не насекомых- замечала. насек- Наташ,
А вы живете здесь, в этом комплексе? Да, мы живем в этом комплексе. Комплекс такой семейного типа, очень нравится. Круглогодичный, да? Круглогодичный, да. Скажите, примерно сколько стоит аренда ну вот, жилья, квартиры? Вы с Ну, кем вообще живете? Я здесь проживаю с мамой и с дочерью. Мгм. Аренда, допустим, трехкомнатной квартиры. Ну, как здесь, это комната, гостиная и 2 спальни. То есть Отдельные это- спальни. Да. То есть приблизительно где-то 300 евро. В месяц? В месяц. Круглый год? Круглый Даже год. в сезон? Да, 300 евро? 300 евро. То есть ты заключаешь контракт, на год. например, на год с арендодатором, да? Да. Арендодателем, извиняюсь, и, получается, договариваешься, чтобы сумма была одинаковая Да. каждый месяц, да? Да, но те люди, которые, допустим, снимают летом на лето, допустим, У них больше, да? у них больше. А Цена- сколько примерно вот цена летом стоит? варьируется, допустим, май 1000 евро, июнь 1200, июль 1400 или 1500. Ого. Да, то есть по нарастающей. И так до сентября. Наташ, оно хорошо. А вообще откуда вы? Мы так Э, начали разговор сразу От и... Днепропетровской области. С Днепропетровской области. Понятненько. Пока, ну, вы планируете, какие у вас вообще планы на будущее? Ну, о планах говорить, наверное, смешно, потому что все наши планы очень быстро корректируются. Да, Как живем только... одним днем, да? Да. Ну а вообще вот дочь у вас, да, сколько ей лет? Ей 10 лет. 10 лет. Со школой. Как здесь, да, вот я со хотела спросить школой. для семейных людей, вот что делать с детьми с Э, сентября месяца? Болгарские школы все переполнены. Мгм. Приехало очень много семей из Украины. Есть много украинских школ, они платные. Мгм. Приблизительная оплата в месяц варьируется от 200 до 400 евро в месяц. Да, сумма А если ты получается. ходишь в болгарскую государственную школу? Да, но только нет мест. Нет мест. Нет мест, да. М. Поэтому многие... Ну, а может быть, нет места именно здесь, в Световласе? Нет мест, на Солнечном берегу нет вообще школ. Ну, я думаю, в крупных городах, таких как Варна, Бургас, все-таки А, найдутся места, да? Мы так думаем, но те, кто живут там, говорят, что там тоже проблема. Такая же потому ситуация, что, да? Да, деток очень много приехало из Украины. Возможно, сейчас будет расстраиваться инфраструктура, да? Возможно, да. Да, будет я и так строиться. вижу, что все строится полным ходом, наоборот, еще больше. Болгария зажила с приездом украинцев, да? Украинцы привезли очень много идей, привезли большие инвестиции. Много рабочей силы. Много рабочей силы. Благодаря украинцам Болгария, наверное, расцвела и будет цвести еще очень долго, потому что наши граждане здесь открыли преуспевающий бизнес. Это и пищевое, скажем так, общепиты, Мгм. бьюти. А по поводу фэшн я не знаю, но очень много Да, много спортзалов. салонов красоты, Да. много ресторанов, фастфудов. Это в украинцы мы рекламировали в своих видео эти все ресторанчики, то, что мы увидели, по крайней мере, здесь. Ну, Наташа, еще у меня один такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот я думаю, тоже многим бы было интересна тема Шотландии, да? А в Шотландии там вы были по программе, да? Да, Вот мы сразу были по поехали. То есть программе. вас все устраивало, кроме климата, я так понимаю, правильно? Да, в Шотландии великолепно. Нет, есть свои плюсы, есть свои минусы. Минусы в том, что любой человек, востребованный в Украине, допустим, как специалист или как управленец, В Украине вы кем работали, извините, я перебью? директор по качеству Мгм. международной То есть компании. занимали хорошую должность, да? Ну, как хорошую. Ну, не нет. работали руками, да? Нет, это была любимая работа. Мгм. Вот. В Шотландии, к сожалению, нас рассматривают только как рабочая сила. Вот. Но в Шотландии я училась, повышала уровень английского языка, и многие наши украинцы, кто хотел учить английский, поступили и учились, получили... Профессии. Нет, получили сертификаты по английскому А. языку. Ух ты, супер. Да. А теперь же с сертификатом, если ты имеешь сертификат английского, тебе в принципе легко найти работу.
да? Но, скажем так, нет, тоже нелегко. Нет? Именно в Шотландии нет, нелегко. Нет, не в потому- Шотландии, а вообще после такого сертификата. Вернее, с таким с таким, Ну, сертификатом. это, скажем так, кому как повезет. Да. Кому как повезет. В Шотландии даже своим согражданам нет достаточно работы, потому что даже сами шотландцы работают и официантами, и барменами, и то есть, даже, допустим, у нас стараются молодые ребята работать официантами, барменами. Мгм. В Шотландии женщины 50 плюс, 60 плюс работают и официантами, и барменами. Мгм. Понятненько. Но там была программа, там все хорошо было для украинцев. Да, Вас особенно- обеспечивали и ос- жильем, и продуктами питания, да, в Э, Шотландии? Да, мы проживали последнее время в хорошем отеле. Вот. И самый большой плюс, допустим, для меня, для моего ребенка, ребенок очень хорошо выучил английский язык, потому что Да, я она представляю. С ходила носителями. да, она ходила в школу с носителями. И там, кстати, для украинцев не было проблем с обучением всех деток. Нашлись места. Да, всех деток взяли в школу. И в Шотландии, в отличие от Болгарии, ты не имеешь права, находясь в стране, не водить ребенка в школу. Да, это я знаю. В Бельгии такие же законы. Да. Мы обязательно должны водить детей в школу, иначе привлекаются социальные службы сразу и отбирают детей. Ну, еще последний такой вопрос. Вообще, как вот здесь, если купить квартиру, планируете ли вы здесь купить или хотели бы, хотя бы, может быть, не планируете, но, наверное, хотели бы здесь тоже иметь, да, квартиру? Наверное, я еще не выбрала тот регион, в котором бы хотелось. Но именно в Болгарии хотели бы, да? Хотелось бы, да, хотелось бы. Вы имеете в виду, либо это такой вот этот маленький город, либо это большой город, да? Либо это, да, Солнечный берег, Святой Влас, Бургас, да? Бургас или Варна. Мгм. Вот, потому что очень хорошие отзывы от наших же украинцев, кто Приобрел. поехал вглубь Болгарии, им тоже очень нравится. те Там, где города. горы, Ну, допустим, возле Софии. Пловдив, А, Шуман, то есть вот мгм. эти вот города, о них тоже очень хорошие отзывы. Да? Да. Ну и как вот вообще, вы же здесь живете постоянно, ну вот сейчас, да, дольше, чем Да, мы просто многие отдыхаем. компании Многие, Многие компании дают рассрочку до 10 лет. То есть ты можешь купить сразу, можешь удовольствие растянуть на 10 лет, но ты будешь жильем. То есть рассрочка от 3 до 10 лет очень выгодно. И плюс в том, что когда человек, допустим, покупает квартиру от хозяина, в Болгарии есть, ну, не буду я говорить все открыто, но Да. могут быть проблемы лучше покупать после сделки. напрямую от От застройщика, да? застройщика. Это намного безопаснее. Безопаснее от хозяина нужно очень тщательно проверять эту квартиру, потому что много рассказывали случаев, что выясняется впоследствии, что было много наследников у квартиры. Вот это не обнаружили сразу, и у Мгм. нового владельца были проблемы. Ясно, как и везде Как и есть везде, да. скрытые подводные Скрытые камни, дефекты, да? да? Понятно. Все ж тогда спасибо, Наталья, вам за И такое вам открытое, за ваши передачи. глубокое интервью. Спасибо. Желаем вам удачи, чтобы у вас все, о чем вы задумали, непременно сбылось. Спасибо. И всем вашим зрителям удачи, и вам. Спасибо. Всего наилучшего. До свидания. Пока.